没有废物的武魂，只有废物的魂师。呀！昊天锤！ Молот небес. Этот дух Тансана имеет невероятный потенциал, но пока на нем нет колец. Совсем скоро Сан наденет последнее 9-е кольцо на сине-серебряного императора и наконец возьмется за прокачку своего второго духа, молота чистого неба. Даже без колец он обладает сильной тиранической атакой, а также немалым весом. Многие сильные противники на себе испытали разрушительную мощь молота Тансана. Только представьте, каким станет его молот с 9 великолепными кольцами. Первое кольцо на молоте небес будет от обезьяны Титана. Это мы ждем в ближайшей серии. Но какими же будут остальные? Сможет ли Сан найти столько красных колец? Молот чистого неба был самым сильным духом-инструментом, типа силовой атаки, а также вторым духом Тансана. В отличие от восстановления колец после воскрешения Сяову на сине-серебряном императоре, Тансан был чрезвычайно разборчив в каждом добавленном кольце на молот. В Звездном лесу было много зверей возрастом 50 тысяч лет, но он искал самые подходящие и качественные кольца. Хотя первое кольцо на молоте будет красным, возрастом 100 тысяч лет, некоторые его последующие кольца будут черными, возрастом старше 60 тысяч лет. 6, 7 и 8 кольца будут 100 тысячелетними, а 9 возрастом 1 миллион лет от короля китов. Будем идти по всем кольцам по порядку. Также стоит помнить, что в аниме могут быть небольшие различия. Второе кольцо Тансана на молоте чистого неба возрастом 60 тысяч лет. Оно было получено от короля белых тигров. Этот белоглазый повелитель тигров имел культивацию от 60 до 70 тысяч лет. Навык, процесс поглощения и сама битва с этим зверем в новелле не описывается. Помимо прекрасного мощного кольца, он также дал духовную кость правой руки, которая позже досталась Даймубаю. Она очень подходила его духу белому тигру. Третье кольцо на молоте Сана возрастом 50 тысяч лет. Его происхождение неизвестно. Четвертое кольцо 60 тысяч лет. Здесь уже намного интереснее. Оно было получено от темного бога тигра. Он улучшил сферу бога смерти Тансана и несколько его атрибутов, в первую очередь духовную и ментальную силу на 5%. Это гигантский тигр, полностью черный, без пятнышка другого цвета. Он не менее 8 метров в длину, а весит возможно более 2 тонн. Знак короля на его лбу тоже черный, но выделяется на фоне темного меха. В целом, у всех духовных зверей есть шанс стать человеческими духами, но темный бог-тигр является исключением. И никогда не было человека с таким духом. Это связано с тем, что у темного злобного тигра на самом деле не просто атрибут тьмы, а скорее атрибут зла, который не выдержит обычный человек. Если его оценивать по уровням духа, то его можно было бы считать пиковым духом, сравнимым с Серафимом. Кроме того, доказательством силы темного тигра является то, что у него была сфера, хотя он еще не достиг порога 100 тысяч лет в своем развитии. Пятое кольцо молота Сана возрастом 50 тысяч лет, получено от людолицего императорского паука. Этот вид духовных зверей очень опасный и сильный. Их также называют хищниками хищников из-за их силы. Они также крайне редки, но Тансан уже встречался с некоторыми из них раньше. Тансан наткнулся на 50-тысячелетнего императора людолицых пауков, когда искал кольца для своего молота чистого неба. Ему удалось убить его с большой легкостью, так как Сан просто не дал ему возможности контратаковать, и он смог без проблем поглотить кольцо. Он использовал свои 8 паучьих копий, чтобы высосать из него жизнь, вызвав еще одну эволюцию 8 паучьих копий, когда они эволюционируют до божественного уровня. 6, 7 и 8 кольцо Сана были очень необычными. Они были получены от 3 братьев, 15-тонных императоров-муравьев. Собственно, сама истинная форма духа молота будет от одного из этих братьев. Муравьиные императоры – это своего рода духовные звери с чрезвычайно высокой живучестью. Их защитные способности выдающиеся, они способны противостоять практически любым атакам. Более того, их сила непропорциональна их размеру. В 30 тысяч лет они достигают 1 метра. Те, которых встретил Тансан, были 3-метровыми, возрастом 90 тысяч лет. Эти 3 брата вместе жили в Великом Звездном лесу. Тансан пытался поглотить 3 90-тысячелетних императоров-муравьев одновременно, используя технику Великого Молота Сумеру, чтобы выковать кольца. Так что Тансан получил сразу 3 100-тысячелетних кольца. Если вам будет интересно узнать больше об этих кольцах, а также навыках, которые получил Сан, то в следующем видео можно рассмотреть подробнее битву Сана с императорскими муравьями. Напишите в комментариях. Что касается его колец на молоте небес, хотя некоторые из них не были красными, но в результате награды от морского бога, все они увеличат свой возраст на 50 тысяч лет, поэтому на молоте Сана не будет ни одного черного кольца. Все станут 100-тысячелетними и даже больше.
В итоге конфигурация второго духа будет такой: 8 красных колец и 1 золотое. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.